Друзья, так как я уделял внимание немало забою скота и часто привожу в пример эту историю, как забили скот в Сибири, я так понимаю, что по коммерческим, с какими-то коммерческими целями, я не верю в бросу про то, что действительно были для этого основания. Еще раз, я в бросу не верю. Если были основания, доказывайте. Не доказано, значит, этой версии не надо навязывать. Я к чему? К тому, что некоторые крупные каналы уже сказали, ну, там был ящер какой-то. Ящер, может соплятер. Я не знаю, что у них там в голове, какие ящеры водятся. Если ты это говоришь, и у тебя есть крупная аудитория, у тебя просто колоссальный уровень ответственности, ты не имеешь права навязывать какие-то версии, причем именно вот так вот, навязано. Майкл Наки, вот есть канал достаточно большой, он вообще так походя иногда говорит, ну там стало понятно, что ящер. Нет, нифига не стало понятно, ты зачем свистишь? Денег дали, что ли, за это? Ну, у меня возникает сразу вопрос. Я разных смотрю, но вот этот вопрос все время, ящер, какой ящер? У тебя в голове ящер или не в голове? В каком месте у тебя ящер? Расскажи. Вот шаман себе микрофон все время куда-то вставляет. Уже некоторые подозревают, что да, чешутся какие-то места, может быть, из-за ящера. Но, тем не менее, давайте вот перейдем. Я с своей стороны, еще раз, мне кажется, что как альтернативную версию, потому что версию со стороны власти мы уже увидели. Они каких-то ряженых набрали, которые говорят, мы фермеры, спасибо, дорогие, что убили нашу жизнь. И я так понимаю, что это какой-то встречный вариант. Люди Байкала публикуются. Наше правительство показало, что мы мелкие сошки. Почему фермеры, у которых отняли скот, перестали сопротивляться и при чем тут деньги? Также идет уточнение, настоящий материал создан, произведен агентом, инагентом, короче говоря. Это тоже важно в данном случае. Пустота полнейшая, такая цитата, так описывает свое состояние Юлия, жительница новосибирского села Чернокурье, где власти уничтожили весь скот, ее муж Николай присутствовал при умерщвлении своих 19 коров. Есть цитата. «Конечно, я пошел, это же детки мои маленькие», сказал он журналистам. За свое стадо Николай и Юлия получили около 1,6 миллиона рублей, в 2 раза меньше, чем оно стоило на самом деле. Наше правительство показало, что мы мелкие сошки, говорит фермер. Он недоволен не только суммой, но и тем, как выплаты разъединили сельчан, еще недавно готовых защищать своих животных от ветеринаров и СОБРа. Власти стали платить 18,5 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи, у которого уничтожили скот, неважно в каком количестве. Это и положило конец протесту, считает Николай. Он вспоминает, как один из жителей Чернокурьи сам бегал за ветслужбами. «Заберите корову, чтобы ему государство деньги дало». Ну, как интересно. Корреспонденты «Потока» съездили в села Новосибирской области, где несколько недель назад власти убивали, сжигали животных, а местные жители начали было сопротивляться, но в итоге разочаровались не только в государстве, но и друг в друге. Репортаж читать по ссылке. Слушайте, как интересно, я думал, что это вот «Люди Байкала» это называется, довольно любопытно, честно говоря, заметка со своей стороны скажу, что я ее не читал подробно, ну вот так подробно, я на ходу читаю и вот публикую, собственно говоря, сразу. В этом и фишечка, скажем так, моя реакция всегда, ну иногда заранее читаю, смотря какая новость, опять же, иногда приходится добирать информацию, факт-чекингом заниматься. Вот, здесь я практически слистаю, слушайте, я ожидал, что это будет такое, что, да, ну вот как бы нам предоставили, что фермеры вообще не пойми, что благодарят за то, что у них уничтожили скот. На фоне того, что есть блогеры очень крупные, которые вообще сказали, что, ну, как бы правительство жестко поступает, но основания есть. И я жду, ну, от имени фермеров-то, простых людей, которым просто жизнь сломали, кто-то скажет, и я думал, честно говоря, что это. А мне преподнесли, что люди говно. И они сами все между собой поссорились. И вот просто, еще раз, все 3 версии, они все и есть. И этими версиями можно играть в новую замечательную игру, кто дальше бросит лепешку коровью. Ваши новости можно кидать, кто дальше бросит. Блогеры, вы соревнуетесь, что ли, в лепешкокидании? Мне нужна хоть одна альтернативная. Я не знаю, может быть, все это правда, но хоть одна альтернативная, где власти были неправы. Может быть. Не надо мне говорить, что мы спорим с властью, а потом нативно мне всовывать, что, ну, как бы люди, летящая очередная фекалия коровья. Нет, вы мне дайте хоть одну альтернативу, что люди нормальные. У вас что, цель доказать мне, что люди ненормальные? Ну, тогда завтра я должен поверить, что... Во что я должен завтра поверить? Вы тогда мне сразу скажите, во что я должен завтра поверить, читаю ваши... ну, кого-то стошнило, а я должен выяснять, что он ел вчера на ужин. А я не хочу.
не хочу. Давайте нормальные новости, либо люди, и чтобы, понимаете, человека сразу же видно, как он говорит, когда это достоверно, когда недостоверно. Кто-то что-то сказал, кто-то побежал. Я столько дел рассмотрел, когда из текста человека выдергивали куски какие-то, и получалось, что тема, ну не знаю, вот дело Влада Бахова рассматривал, там с отчимом брали интервью, и он отвечал на много вопросов, там его спросили, я уж даже не помню, какой-то вопрос, там, в какое кафе ты ходишь, и опубликовали только про кафе. То есть там у него с ребенком такое случилось, а он там про кафе. Да он не про кафе, среди вопросов не послал вас грубо. Я как пример, там не про кафе было, там немножко по-другому, но суть в том, что просто выдергивают что-то из ситуации. Кто-то на кого-то пожаловался, там, ну, люди тыкают пальцем, ты хуже, там, ну, и ты военнослужащий, когда там где-то кому-то могут быть какие-то претензии, даже если они брать по оружию. Но просто они мне берут и вот это ставят как ключевую тему, значит, вот этой своей новости, что там вот кто-то побежал, из-за этого все пропало. Из-за этого нифига не пропало. И потом кто-то мог побежать, ну, блин, по 1000 причин, потому что, ой, ладно, короче. Короче, из-за того, что человек, вот знаете, кто побежал? Тот, кто знал, что вы такие журналисты. Тот, кто знал, что такие судьи, которых сейчас через одного сажают, уже прям интересный тренд пошел. Тот, кто знает, что с вами, летящими, кто дальше, значит, не добьешься ничего. И поэтому уже хотя бы получить, может быть, да, какую-то оплату за свой скот. А люди не сплачиваются. Почему? Потому что от сплачивания смысла нет. Танки, они же не в курсе. Не в курсе, что там, значит... То, что полетело дальше, намоталось на гусеницы, или фермер на них намотался. Танк этого не замечает. Поэтому очень важен цифровой мир, очень важны журналисты, очень важны блогеры, и очень важно быть человеколюбивым. И, так сказать, замечать в людях прекрасное, а не только, что кто-то побежал, а значит, что он гад всех продал. Нет, не гад он продал. Давайте его спросим абстрагированно. Побежал бы он куда-нибудь, если бы у него все продолжалось нормально, и ему просто с поддержкой продажных блогеров не убили весь скот, и то есть он просто в других условиях, вот условия, которых у него всего не лишают. Он что, сказал бы, убейте и побежал бы, дайте мне 1/100 от стоимости? Ну и что-то я сомневаюсь. Да? Вы выдернули из контекста уже финального, что кто-то с собой покончил. Давайте, вот кто-то покончит из них с собой, или умрет кто-то от голода. Вы скажете, вот видите, вы еще фермер-то, вот какое они говнище. Берут и дохнут. Суки, вот так. А вы их фермерами называете. Что же они фермеры и умирают от голода? О, вот, да, какой логичный вывод. Ну, логичный, и я не удивлюсь прочитать такой вывод. Когда вы взяли, выдернули кусок из всей истории, и там кто-то умер от голода. Ну, какой же ты фермер, ты от голода умер. Да, смешно получится, вот так. И у меня такое впечатление, что я вот это смешно и читаю в каждой новости. Увидимся.